Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, кто смотрел большой трехмесячный гороскоп на это лето, лето надежд, тот знает, о чем я примерно сейчас буду говорить. Кто не смотрел, в конце видео прикреплю ролик на лето надежд. А сейчас смотрим про август более точечно, более подробно, для того, чтобы правильно расставить приоритеты, обойти все сложные и напряженные углы. И да, ребят, не секрет, что для львов первой, второй и третьей декады этот август проведет совершенно на разных эмоциях, да, потому что уже, как рассказывала в раннем видео, конечно же, кто не знает, к какой декаде вы относитесь, если вы родились в июле, то вы лев первой декады. Если вы родились с 1 по 10 августа, то вы лев второй декады. И лев третьей декады, если вы родились с 11 августа и по конца львовского периода, да. Поэтому здесь, мои дорогие, да, рассказываю, у меня часто спрашивают гороскоп по асценденту или по солнцу. Ребят, естественно, если вы лев и вы живете по солнцу, то есть у вас абсолютно классное, потрясающее львовское солнце, оно работает, конечно же, да. Я строю гороскоп по солнцу, да. Меня смотрят точно так же по асценденту. Я не скажу, что это плохо, просто влияние на асцендент делает автоматическую историю на дисцендент, то есть на куспид вашего 7-го дома. То есть это ось я и мой партнер по жизни в браке, либо же на работе партнеры, да, поэтому здесь вот такая отсылочка и разница, если вы смотрите по асценденту. Итак, как говорится, все рассказала, рабочие моменты организационные, едем дальше. Для всех не секрет, что гороскоп для львов 1, 2 и 3 декады пройдут совершенно по-разному. Это относится к этому августу. У кого-то он будет сложный, у кого-то он будет напряженный. Так, например, у нас на небе с вами с конца июля складывается, я бы так сказала, такой аспект. Это Венера-Уран. И он, я бы так сказала, для всех львов будет напряженненький, да, потому что здесь история всегда, Венера-Уран это всегда аспект разрыва отношений, любовных отношений, финансовых отношений. Венера отвечает и за любовные отношения, и за деньги, и за тот уровень жизни, комфорта, который нам нравится, мы для себя выбираем, да. Венера отвечает за накопление, за покупки. Естественно, Уран отвечает за свободу, за освобождение, ну, если вот так вот утрированно. Да. При этом это новые проекты, это новые какие-то дела, начинания и тому подобное. Да. Поэтому, конечно же, с конца июля и первой недели августа у нас будет на небе вот такой аспект, который будет влиять в том числе и на львов. На львов третьей декады будет влиять максимально сложно. Почему? Потому что здесь, конечно же, Уран будет делать прямую квадратуру, дорогие львы, вот весь август. И этот август, это, я бы так сказала, финальный месяц до ретроградного движения Урана. Да, будет большое видео про ретроградный Уран чуточку позже, да. И как раз-таки все те дела, которые не получится сделать, связаны вот с этим аспектом, да, связанными с Ураном, все дела, связанные с Ураном, все, что не получится внедрить до конца августа, придется внедрять с сентября и до февраля 2025 года. Поэтому, да, дорогие, здесь, конечно же, история про финансы, история про любовь в том числе. История того, что хотите ли вы идти в долгую или нет, вам хочется поменять работу или нет, потому что Венера, Уран это всегда меня не устраивает то количество денег, уровня комфорта, который есть вообще в принципе в моей жизни, я хочу нечто большего. Мне не нравится моя работа, мне не нравится что-то делать на моей работе в том числе, поэтому я хочу начать новое, да. Те люди, у которых, то есть львы третьей декады, у вас, конечно же, этот аспект еще будет на Солнце идти в ваших транзитных картах, поэтому да, здесь будет ощущение, захочется себя максимально неординарно, яро проявить, это будет история всего августа для вас, поэтому да,
здесь, конечно же, запаситесь терпением, запаситесь тем, что может не получаться все вложенные ваши усилия так, как хотите вы, будет получаться нестандартно и неординарно. Это неплохо на самом деле, да, но львы не очень-то любят странный результат, да, начнем с того, настоящие львы не любят странные какие-то непонятные результаты, которые вообще непонятно и невозможно как оценить, да, то есть лев любит хайп, но не настолько, сколько это любит уран, да, поэтому здесь энергия может быть такая шарашащая, да. Идем дальше, ребят, у нас с вами новолуние 4 августа. Не скажу, что какой-то сложный, мощный, напряженный, ужасный день. Нет, день как день, приятный, добрый. Это воскресенье, проведите время с близкими. Новолуние хорошее. Вообще, в принципе, этот август будут хорошо чувствовать себя львы второй декады. Здесь и получится реализовать все свои начинания, дела, какие-то новые дела, дела старые. Здесь же еще и Юпитер, который со знака Близнецов делает прекрасный секстиль в ваши транзитные карты, да, к солнышку, дорогие львы. Поэтому здесь, конечно же, у вас будет такое состояние, как будто вам везет, что у вас такое ощущение не просто легкости, что складываются те люди, открываются нужные двери, вы оказываетесь в тех ситуациях, в которых должно было получиться, вы вдруг начинаете обучение, какое-нибудь продвижение себя, начинаете развитие в своей карьере, в работе, и это будет складываться хорошо, и это будет очень хорошо влиять на вашу реализацию, на реализацию кармических узлов, да, поэтому здесь, конечно же, ребята, внедряйте, делайте, и все будет хорошо. Идем дальше. Все было бы прекрасно в этот август, если бы не омрачало у нас такое большое, мощное событие на небе. Это ретроградный Меркурий, и он начинается сразу же. Вот в день новолуния, да, в последние часы вот этого новолуния, это уже будет 5 августа, здесь, ребята, да, ретроградный Меркурий у нас с вами наступает с 5 по 28 августа. И, естественно, эта история будет того, что она не совсем простая, да. Первый период, который бы я выделила, это с 5 по 14 августа, когда Меркурий ретроградный, он находится в Деве, да. Здесь история того, что получится сделать какие-то усидчивые такие дела, продолжить обучение, начать обучение, особенно то, которое не получалось сделать ранее, да. Заниматься своими какими-то бытовыми делами, заниматься делами, которыми не очень нравится заниматься, но вот еще есть вот эта заземленность, приземленность, которой вот нет чувства там отлететь, да, вот заниматься не совсем такими делами, которые требуют, я бы так сказала, если они требуют разъездной деятельности, то здесь будьте, пожалуйста, внимательны за рулем, потому что ретроградный Меркурий у нас еще будет в квадратуре с Ураном, да, и это история того, что нужно быть внимательными за рулем. При этом это хорошее время для того, чтобы сдавать экзамены, защищать свои проекты, знания. Все, что связано с знаниями, очень хорошо. Хорошее время находить ошибки в документах, вообще возиться в документах, особенно если вы давно хотели сделать уборку, перебрать. Прекрасное для этого время. С 15 по 28 августа ретроградный Меркурий будет уже во Льве. И здесь история того, что захочется запустить какой-то мощный проект, но на публику, да? Начать разговаривать глобально, заявить о себе, начать заниматься деятельностью не такой более приземленной, заземленной, а такой, которая вот прям вот, чтобы вас было видно и заметно, потому что Меркурий во Льве — это однозначно оратор, это не человек за компьютером, это не решать сложные задачки, это выходить на публику и что-то говорить. Эффект у этого может быть странным, потому что момент у этого — это все-таки квадратура с Ураном. Ретроградный Меркурий во Льве, но в квадратуре с Ураном. Получится странный эффект, да, особенно если в вашей натальной карте есть этот аспект Меркурий-Уран, но если он у вас в натальной карте есть,
то вы с этим ощущением и чувством живете всю жизнь. Для вас это будет очередное, ну, в принципе, ничего нового. Те люди, у которого нет напряженного аспекта Меркурий-Уран, не очень понравится эффект, может быть, даже чувство стыда, неловкости за свои какие-то действия. Но, ребята, это эффект временный, не стоит здесь очень сильно из-за этого переживать. Главное, что вы попробовали, главное, что получилось. Поэтому я всегда говорю, лучше сделать, чем не сделать и сожалеть, да, особенно если вы как-то хотели себя проявить. Что еще делать в ретроградном Меркурии? Здесь, конечно же, делать все дела, которые вы когда-то начинали, и они не получились. Все, что связано с обучением, с образованием. Кстати, с 15 августа по 28, когда Меркурий будет во Льве, прекрасное время что-то продавать. Отличное для этого время, да, особенно если вы хотите продать какую-то вещь, которая давно не продавалась. Делать покупки на таком аспекте я бы не советовала, либо же только по личным аспектам в транзитах, то есть мне нужно посмотреть для того, чтобы сказать вам, покупать или не покупать, окажется ли эта покупка для вас удачной или неудачной. И, кстати, про покупки сейчас еще более подробно расскажу, чуточку позже, да. А пока идем дальше. Про ретроградный Меркурий рассказала. Делать старые дела, старые проекты, начинания, которые ранее провалились. С новыми будет немножечко сложнее. На новых придется потратить сил гораздо больше. Либо начните их делать еще в июле, потому что видео специально записано для того, чтобы еще до ретроградного Меркурия вы запустили и сделали очень много дел. На самом деле 2,5 недели, 3, да, вполне достаточно для того, чтобы все успеть организовать и внедрить. Идем дальше. Ребят, у нас с вами на небе складывается с 14 августа не совсем простая комбинация. Комбинация не из легких. Это история того, что Сатурн у нас в квадратуре с Юпитером, в квадратуре с Марсом и в оппозиции с Венерой. И можно сказать, что этот аспект будет очень ужасным и печальным. Для кого? Ну, вообще вся эта конфигурация будет сложна для тех, кто не любит, вот, когда дела идут долго, медленно, сложно, когда нам приходится делать истории, которые занимают много времени, много сил, усидчивости. Да? Венера в оппозиции с Сатурном — это всегда трудиться, это всегда понимать, какой уровень жизни вам хочется, сколько сил для этого нужно приложить. Это всегда идти трудиться по карьерной лестнице вверх, то есть поднимать свой социальный статус. Это вкладывать именно силы, я бы так сказала, душевные, духовные, ментальные. Ну, то есть вера в себя должна быть супер потрясающая для того, чтобы что-то начать делать. Да? И здесь, конечно же, прикладывать одни и те же усилия для того, чтобы это получилось. Да? При этом я бы не сказала, что будет удачное время для импульсивных покупок. Хоть я и скажу, что для львов можно совершать покупки, потому что, ну, будем честными, для львов это август, да, большая часть августа — это период дня рождения, и после дня рождения здесь, конечно же, хочется и потратить, и купить, и вложиться. И да, ребят, гораздо лучше получится вложить деньги во что-то стабильное, что потом окупится, в надежное. Тратить по прихоти, конечно же, захочется. И здесь я скажу такую помарочку, что вот для львов можно. Вот те покупки, которые будут для того, чтобы поднять свой немножко социальный статус, немножко вот так шикануть. Главное, во всем, понимаете, нужна мера. На львов именно не скажутся плохо. Да? Юпитер здесь как раз-таки вам подскажет, что купить, что приобрести, во что вложиться. Чувствуете свою интуицию, она будет вам в этот момент помогать, поэтому вкладывайте деньги куда вам хочется, покупайте, что вам хочется. Ну, естественно, ребята, понимаете, что эта история, она такая, невозможно потратить больше, чем есть. Постарайтесь не влазить в долги, в кредиты, потому что эта история очень непростая у этого августа, да. Еще скажу, что будет омрачать историю этого августа, что это финальный месяц,
того, когда Плутон еще находится в Водолее, да, и здесь, конечно же, вот львы вот с самого начала периода, кто родился на стыке с раками, да, будете чувствовать вот энергию Плутона, когда этой энергии очень много и захочется прям мощно, глобально что-то сделать, как-то себя проявить, что-то потратить, прям очень сильно. Вот для львов первой декады я бы не советовала тратить очень много, очень хочется, потому что здесь Плутон будет размывать сознание и реальность, поэтому да, ребят. Точно так же для львов третьей декады я бы не советовала тратить, да, потому что здесь Уран в квадратуре к вашему солнышку, захочется максимально классно нарядиться, можно сказать, выпендриться, показать себя, но эффект будет не такой, на который вы рассчитывали, потому что Уран всегда в квадратуре поступает с нами так, не так, как нам хочется, и это получается криво. А вот для львов второй декады прекрасное время для вложений, для того, чтобы купить что-то, бренды, яркое, интересное, красивое. Вот для вас, ребят, хорошо. Поэтому вот такая история будет с этими аспектами. Они все очень сложные, да, вы будете замечать, что людей рядом с вами немножко штормит. На самом-то деле последние 2 недели августа будут достаточно сложными, да, вот этот аспект Венера-Сатурн, который складывается с 14 августа и протянется до конца месяца, ну там, естественно, еще и ретроградный Меркурий накладывается, да. И здесь история про финансы, про социальный статус, про то, что не хочется трудиться и пахать, но обстоятельства заставляют становиться дисциплинированнее, да, становиться взрослее, становиться ответственнее, да. И это всегда связано с тем, что, ну, если уж мы принимаем вот эти сложные качества Сатурна, то тогда мы идем вверх, тогда мы идем в гору. Вопрос, кто бы это хотел сделать. Мы, к сожалению, живем в расслабленном мире, который, к сожалению, привыкает к инфантильности, и слова такие, как ответственность, да, и взросление. Хочется остаться где-то там в юности, ничего не решать, детей не рожать, замуж не выходить, не жениться, потому что и так весело и хорошо. Зачем мне вот эти вот все сложности, да, связанные вообще с этим немодным Сатурном, да. Ребята, идем дальше. События августа. 19-20 августа у нас на небе полнолуние. Полнолуние у нас в Водолее. Почему 2 даты? В одном полушарии 19, в другом полушарии уже 20, да? Водолейское полнолуние. Как сложится на львов, да? На львов вообще, в принципе, львов второй декады сложится хорошо. Для львов первой декады и третьей декады будет сложновато. Все потому, что третью декаду выводит из колеи Уран. И это полнолуние, последнее полнолуние перед разворотом Урана. Ребята, да, 2 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение и пробудет до февраля 2025 в ретроградном движении. Поэтому все те львы, у которых в натальной карте сильный, мощный, нестабильный, неблагоприятный Уран, понимаете, что события могут происходить разные, да, и это то полнолуние, когда уже начнет фонить вот этот разворот Урана. Для львов первой декады, да, здесь еще делает оппозицию Плутон на вас со знака Водолей. И здесь, конечно же, много сил, много эмоций, желание все поменять, трансформироваться. И со 2 сентября, да, Плутон-то у нас тоже меняет знак с Водолея на Козерог. Здесь вам, дорогие, станет легче. Да, львы первой декады перестанет вот так трясти. Но совсем чуточку на 1,5 месяца, потому что потом он опять развернется и обратно катится в Водолей. И там, ну то есть там уже будет в директном положении решаться все те вопросы, которые не доделались вот как раз-таки летом 2024, да. Идем дальше, ребят. Что у нас еще из сложного и напряженного?
о том, что у львов все-таки первой декады получится при всех сложностях перейти, ну то есть решить все свои задачи, связанные с кармической реализацией, воплощением и тому подобное. Получится как-то улучшить свою карму путем труда, путем, неважно, надежды, путем веры в свои силы однозначно, потому что львы это те люди, которые верят вообще в мотивацию, верят в свои силы, верят в людей, в том числе в том, что все получится, да, то есть львы это истинные оптимисты, если, конечно же, вы живете по своему солнцу. Если вы смотрите гороскоп и говорите, это вообще все не про меня, я вообще лев, вот меня не характеризует описание этого знака, значит, ребята, вы живете по Луне, и да, все эти трудности, о которых я рассказала, вам будут даваться еще сложнее, да. Скажу так, что у нас нет задач невыполнимых на этот август. Да, месяц непростой, месяц требует от нас концентрации. Ребят, мы не забываем, что у нас ретроградный Сатурн уже идет, требует трудиться. Ретроградный Нептун тоже идет, говорит, ну, надо бы как бы поднажать, да, нужно потрудиться. И все-таки как бы львам первой декады, да, все, кто родился в начале, все-таки из знака рыбы вот этот вот ретроградный Нептун делает вот такой вот слабенький натринчик, и внутри вдохновение, оно есть, да, поэтому здесь силы вас, ребят, не должны покинуть, несмотря на то, что Плутон все-таки он колбасит как надо, да, все-таки вот это вдохновение, что все будет хорошо, оно правильно, что вас не покидает, оно с вами будет. Но, ребят, нам на пятки всем наступает не совсем простая, я бы так сказала, сильная осень, очень сильная, очень заряженная осень. И, естественно, август это месяц перед этой осенью, который нас заставляет потрудиться, нас, то есть сделать работу над ошибками своих же действий, или где мы не дорабатываем, где мы не живем так, как нам надо жить. И поэтому я скажу так, что если вы не пришли к своим историям жизни, к своим реализациям, то есть если вы вроде как лев, но вот не видите ни смысла в жизни, ни в семейственности, ни в детях радости, ни в себе вы радости не видите, да, потому что вы можете быть молодым 20-летним львом, у которого только ищет, вот встает на лыжи, да, своей жизни и думает, чем бы мне заняться по жизни. Если вы вот не видите, не находите в себе вот эту вот радость, срочно нужно становиться собой. И, собственно, вот и этот Плутон, который идет сейчас по Водолею, делает оппозицию к львам первой декады. Здесь, конечно же, все настроено только для того, чтобы максимально вас из вот этой колеи, в которой вы привыкли жить, вот эта вот колея неинтересная, неудобная, неудачная, финансовая яма, отношения, которые вообще вы не можете ни найти ни контакт, ни радость, ни счастье, ни любовь, ни взаимопонимание, да. То есть те отношения, в которых у льва нету радости, они будут максимально нестабильными и будут, да, в этом августе проверяться на прочность. Начнется в первой неделе августа и закончится это вторая, третья и четвертая неделя августа проверка Сатурном, конечно же. И как обычно, проверка в отношениях это всегда проверка с финансами. И тут пошло-поехала работа, мой образ жизни, что я делаю на своей работе, нравится оно, мне не нравится. И так по цепочке. И это можно, как говорится, обговаривать вечно. Но я думаю, ребят, на самом деле уже всем все понятно. Если у вас остались свои вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Обязательно указывайте свою дату, время и место рождения и, собственно, вопрос, ребята, потому что, как правило, все те, кто пишут мне под видео, задают вопросы, у вас всегда там просто водоворот событий, и вот мне вот хоть на что-то нужно ответить четко, понимаете, поэтому спрашивайте о том, что больше всего вас волнует, что вам больше всего интересно, для того, чтобы хоть как-то вырулить сложности, которые случились в жизни. И понимаете, что сложности, они даются не потому, что вы плохой человек, нет, а потому, что вы просто пошли не туда или вообще не идете. Сидите на месте, не разворачивайтесь и боитесь, вам почему-то страшно, потому что общество не оценит, друзья не поймут, родители и тому подобное. А мы все рождены для того, чтобы становиться собой, внедрять свои навыки и лучшие качества в жизни, для того, чтобы нам самим было интересно жить и развиваться в том числе. И август как раз таки про развитие
и про те самые наши интересы. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам прекрасного просмотра других роликов, которые я прикреплю в конце. Если вы их не видели, посмотрите. Я желаю вам продуктивного августа. И помните, ни одно событие не задумывается для того, чтобы нас всех потопить. Нет, события задумываются для того, чтобы сделать нас лучше. Понимайте эту философию, будет легче проходить все эти трудности, которые в нашем новом мире будет немало. И это только начало. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца, были здесь, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.